Он уже однажды ушел от большого срока, но он вернулся, и вернулся с оружием в руках, как это часто и бывает. Фабула дела такая. Весной 24-го хутор Паршиков под Цимлянском. Вечером парень с 17-летней студенткой сидят в машине на окраине поля. Учатся ездить и просто проводят время. К ним подъезжает фермер Саид Берсанукаев, 37-летний выходец из Чечни, одетый в черное и с карабином сайга в руках. Он решает, что перед ним скотокрады, и открывает огонь по ладе. Сделав до 10 выстрелов, девушка получает несколько пулевых ранений и умирает в больнице Волгодонской. Ее друг чудом выживает. Предыстория и какой приговор, что стало с этим делом. В 2015-м тот же Барсунукаев на мотоцикле на скорости около 130 км в час вылетает с трассы, везя 13-летнюю девочку. Это по поводу тяги некоторых ортодоксальных культур, по крайней мере, те, которые проповедуют шариат, у них там на 9-летних даже жениться можно, но для России, для православного мира, это уже странно, что он гуляет с 13-летней девочкой, и суд это, кстати говоря, похоже учел, хотя полной информации у меня нет, но у него срок получился довольно жесткий и строгий даже для того, что он совершил. Возможно, судья, кто судил, он подумал, что он тянет его к 13-летним девочкам. Ребенок получил тяжелые травмы, дело закрыли по примирению, что тоже как-то странно, за 40 тысяч рублей. Он фактически откупился. После расстрела машины его берут под стражу по горячим следам. Он сначала говорит, что стрелял по колесам, чтобы напугать воров. Но вину не отрицает. В октябре 25 года Цимлянский районный суд дает ему 15 лет колонии строгого режима по статьям убийства и покушения на убийство 2 лиц, плюс несколько миллионов компенсаций семье погибшей. Для российского УК это довольно жесткий приговор, но абсолютно вписывающийся срок, особенно если вспомнить, что система однажды уже дала ему уйти, а улица заплатила за это жизнью девочки. Такая ситуация, это дело, которое шумело и даже выглядело, что будет ли там какая-то справедливость, что он уже один раз уходил от ответственности. Это вызвало определенный резонанс, и мне поэтому со своей стороны хотелось бы поставить точку в этом деле и рассказать, чем оно закончилось. И что и как произошло. Соболезнования родным и близким, конечно же, и одной девочки, и второй девочки. 15 лет можно будет родителям, наверное, жить чуть спокойнее.